пожалуйста, не убивай меня! Рано умирать! Спасите меня! Слушайте! Ради бога! Не делайте этого! Пожалейте меня! Пожалейте! У меня семья! Поторопись! Не трогайте меня, пожалуйста! Не убивайте меня! Куда идите? Не убивайте меня! Смилуйтесь, не убивайте меня! Дьявол, что происходит? Умри же! Том, Фрэнк, меня послал Дон, и ты знаешь зачем. я знаю зачем. Я знаю. Я не понимаю, что на тебя нашло. Я думал, ты мой друг. Никогда бы не подумал, что такое может случиться. За каким чертом это тебе понадобилось? Том, я не мог так дальше жить. Слишком много людей погибло за последнее время, а я этого не выношу. В старые времена с Доном было все по-другому. Может, я просто старею? Том, это война, а я больше не хочу воевать. Когда у нас родился ребенок, я думал, что моя жизнь станет спокойной. А по-другому? Никак нельзя было. Не обязательно было всех закладывать. Мне пришлось покориться.
У них мои жена и дочь, Том. Если я не отдам книги, их убьют. Раньше мы решали свои проблемы по-мужски. Ты, Полли или Сэм могли бы вернуть их, но на этот раз я не хочу рисковать. Я не хочу потерять их, Том. Я не смогу без них жить. Мне сказали, что если я сделаю то, что от меня хотят, меня, Мадж и Элис отправят в Европу, где мы сможем начать сначала. Копы? Копы шантажировали тебя и хотели убить твоих родных? С тех пор, как вы с Полли убили этого Билли, Копы и Морелло работают плечом к плечу. Этот советник, отец парня, получил свою должность благодаря Морелло. Морелло хотел заставить меня говорить, а полиция потом позаботилась бы о Доне. Обе стороны получили бы то, что они хотели. Боюсь, что ситуация несколько изменилась. Где книги, Фрэнк? У меня их нет, Том. Ты их уже передал? Нет, Том. Я скажу тебе, где они, если ты вернешь мне жену и дочь. Предполагалось, что мы встретимся здесь, так что их должны держать где-то рядом. Потом убей меня, если захочешь. Только проследи, чтобы они живыми выбрались из города. Прекрасно, но тебе придется сначала отдать мне эти книги, Фрэнк. Прости, но я хочу убедиться, что ты не врешь. Мы слышали выстрелы и думаем, что внутри будет безопаснее. Я не знаю, что делать. Налетчики, наверное. Ладно, только быстро. Вы жена Фрэнка? О, вы пришли, чтобы спасти нас. Я перед вами в долгу. Где Фрэнк? Он здесь. Подождите, я скоро вернусь. С ними все в порядке, Фрэнк. Пойдем. Фрэнк, Мардж, о, горюшка моя, Элис. слава богу, ты в порядке. Дорогая, спасибо, Том. Они обещали, что дадут мне билеты на самолет в обмен на книги. Эти билеты должны быть где-то здесь. Ты не мог бы поискать их? Ладно, я это сделаю, Том. Подожди меня здесь. Надеюсь, ты не собираешься делать глупостей?
Ну вот, держи, Фрэнк. Спасибо, Том. Дай мне попрощаться с Марч Элис, а потом мы уладим с тобой. Что? Фрэнк, ты не летишь с нами? Что? Я не могу, Марч. У меня и Томми есть очень серьезный вопрос, который нужно разрешить. Так, Том? Фрэнк, просто скажи мне, где книги, и можешь лететь с ними. Что? Как ты объяснишь это Дону? Забудь об этом. Это моя проблема. Где книги? Я никогда этого не забуду. Вот ключ от сейфа в Первом национальном банке. Это в деловом районе. Книги там. Возьми их, Том. Спасибо. И, Том, благодарю за все, что ты сделал. Я в долгу перед тобой. Скажи Дону, что я сожалею о том, что все так закончилось. Для Дона ты мертв, Фрэнк. Если он узнает, что это не так, он не отстанет от тебя. Ну все, иди, давай. Томми, я никогда не забуду вашей доброты. Боже вас благослови. До свидания, мистер. Не забывай, что я говорил тебе тогда в машине. В конце концов, твой лучший друг убьет тебя. Так сказал мне тогда Фрэнк. Потом мне самому приказали убить друга. Да только я этого не сделал. Не делай другому то, чего не хочешь, чтобы сделали с тобой, или как там говорится. А я не хотел, чтобы Поля однажды всадил в меня пулю. Возможно, в тот день я и дал ему повод. Сам виноват. Я просто надеялся, что он любит меня так же, как я люблю Фрэнка.
Фрэнк не солгал. Портфель с конторскими книгами лежал в сейфе. Достать его оттуда оказалось просто. Осторожно! К счастью, все купились, когда я сказал, что Фрэнк мертв, и я избавился от тела. Так что на своих похоронах Фрэнк блистал отсутствием. У мафии есть привычка устраивать важным людям грандиозные похороны, на время которых люди забывают всяческие разборки друг с другом и с покойником. А мертвых или хорошо, или ничего. Любой гангстер вам это скажет. Как минимум на похоронах. Не только Сальери и наши ребята произносили длинные речи о своем лучшем друге Фрэнке, но даже Морелло и другие гангстеры. Морелло и Сальери плакали друг у друга на плече, как будто и не пытались день назад вцепиться друг другу в глотки. Фрэнк бы в гробу перевернулся, если бы действительно был мертв. В общем, все оказалось не так уж и страшно. Только пришлось сочинить кое-что насчет семьи Фрэнка. Сальери, конечно, хотел помогать бедной вдове своего лучшего друга до конца ее дней. Я же не мог ему сказать, что на самом деле они сейчас с комфортом отдыхают в Европе. Томми, сдается мне, что неприятности еще не кончились. Прокурор, что чуть не использовал против нас Фрэнка, продолжает копаться в дерьме, и я слышал, что у него даже есть свидетели. Похоже, что этот советник, чьего сына ты застрелил, отчаянно жаждет мести. Прокурор его хороший друг. Если мы не задавим это в зародыше, проблемы появятся вновь. Звучит довольно паршиво. Что еще хуже, этот парень никому не доверяет. Он хранит все свидетельства против нас на своей вилле. Сэм и Полли в этот самый момент занимаются свидетелями. А ты заберешь эти доказательства, Том. Как же попасть туда? Ну, сегодня у нас есть великолепная возможность. Господин прокурор решил посетить театр. И никого больше не будет дома. То есть, никого, кроме охранника. Конечно. Но его кабинет будет пуст. Его вилла в квартале миллионеров. Господин прокурор на самом деле не бедный парень. Спасибо, Луиджи.
Твоей единственной заботой будет попасть туда, но вокруг виллы будут охранники. Как только залезешь внутрь, будешь в безопасности. Дом пуст. Кабинет прокурора на 2-м этаже, и там в стене должен быть сейф. На дело возьмешь с собой Сальваторе. Этот парень вскроет любой сейф в Америке. Забираете все доказательства и уходите, пока прокурор не вернулся. Окей, босс. Где я могу найти этого Сальваторе? Он будет ждать тебя в Хобокене, на углу рядом со стадионом. Так что сможешь подобрать его по дороге. Мне не нужно говорить тебе, как важна для нас эта работа, Томми. Бона фортуна. Я буду стараться, босс. И, Томми, если ты все же наткнешься на прокурора, ни в коем случае не убивай его. Это лишь добавит нам проблем. Вы можете положиться на меня, босс.